Павел Павлович, вот вы упомянули посла Казахстана, да, в России. Давайте мы как раз о дипломатах поговорим, но о дипломатах белорусских. Тут со ссылкой на вас была информация об очередных увольнениях и репрессиях в сфере МИДа. Что нам известно на сегодняшний день? Ну, мы имеем источники в подпольной организации белорусских дипломатов, сокращенно «Победа», которые информируют нас о том, что вот с 1 января был расторгнут контракт с начальником главного консульского управления Министерства иностранных дел Александром Хайновским, которого я знаю достаточно хорошо. Мы, кстати, с ним назначались, я в Париж, а он в Будапешт послами. Он был также послом по совместительству в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Достаточно подготовленный профессиональный дипломат, но не сделал своего выбора в свое время, когда стоило его сделать в 2020 году. Он, кстати, белорусскомовный, вельми падтрымлівае белорусскую культуру, белорусскую мову, так, вельми великий прихильник менавіта национальной культурной спадщины Беларуси, переписку, общение на белорусском языке. И с ним контракт не продлен. Потом, по тем сведениям, которыми мы обладаем, причиной стало то, что супруга поставила подпись не за того кандидата. Аналогичное решение было принято в отношении бывшего первого заместителя министра иностранных дел Александра Гурьянова, кстати, моего бывшего одноклассника по школе. Также его супруга якобы поставила подпись не за того кандидата. Но, насколько мы обладаем информацией, подобные решения могут быть приняты в отношении еще одного или нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел. Фактически Макеев стал представителем, ярчайшим представителем репрессивной машины Лукашенко, диктатора Лукашенко в этот период. Хотя он таковым и являлся. Мы же вспомним, давайте, 2010 год, на разгон площади, когда он был главой администрации президента Лукашенко, на тот момент президента, еще так считалось. И он отвечал за координацию действий силовиков по разгону этой площади, и на этом основании попал в список невъездных на территории Европейского Союза. Он продолжает сегодня делать. Фактически он стал могильщиком внешней политики Беларуси. Как сказал мой коллега, зачем, кстати, один из участников подпольной организации белорусских дипломатов, зачем Беларуси Министерство иностранных дел, если нет внешней политики? Действительно, Макей уничтожил внешнюю политику, а сейчас продолжает это в отношении структуры Министерства иностранных дел. По нашим сведениям, по самым минимальным подсчетам, более 100 дипломатов, послов, руководителей Министерства иностранных дел, уровня заместителей министров, начальников управлений, старших дипломатов потеряли свои должности, были уволены или ушли из Министерства иностранных дел после событий августа 2020 года. На наших глазах разрушено внешнеполитическое ведомство Беларуси. Спрашивают у вас, а Макей-то почему до сих пор не под санкциями? Может быть, Запад таким образом не хочет сжигать все мосты? Насколько я располагаю информацией, как раз-таки предыдущее правительство Германии заблокировало предложение, или воздержалось, скажем так, не заблокировало, воздержалось от предложения внесения Макея в список нежелательных персон на территории Европейского Союза. Ну, вы знаете, вот эта философия, необходимость отставить открытую дверь для того, чтобы поддерживать какой-то контакт с режимом, с диктатурой. В дипломатии европейской она всегда преобладает. Это было и основанием, почему Макей после событий площади 2010 года был изъят из санкционных списков. Фактически первично это были приостановлены на него санкции, а потом уже произошло изъятие его из санкционных списков для того, чтобы как министр иностранных дел мог коммуницировать и как бы искать выхода из сложившейся ситуации. Мы придерживаемся другой точки зрения. Сегодня это человек, который несет персональную, должностную ответственность за репрессии в отношении белорусского народа, как минимум в отношении большой части белорусских дипломатов, государственных служащих, только по признакам своих политических взглядов или просто по принципам гражданской позиции. Когда, извините, за супругу увольняют из Министерства иностранных дел, но это просто сталинизм. Это делает Макей. Именно он подписывает все эти приказы. Поэтому за это он должен нести ответственность. Если сегодня невозможно внести его в список невъездных, мы опять же предлагали это в последнем пакете, 6-м, за миграционную войну. Если это сейчас невозможно, ну, в любом случае, я думаю, он прекрасно дает себе отчет, что его ждет суд в свободной Беларуси.